Эта необычная история произошла в 1982 году в Москве. Жители одного из домов, расположенного на Байкальской улице, услышали рыдания на лестничной клетке. Щелкнул дверной замок одной из квартир, и на площадку вышел жилец в мятой милицейской рубашке. Он увидел пожилую женщину, сидящую на лестнице, подошел к ней. Та, всхлипывая, указала рукой на приоткрытую дверь соседней квартиры. Милиционер зашел внутрь, обошел квартиру и в ванной обнаружил тело мужчины. Рядом с ним лежал электрический удлинитель. Видимо, прибор свалился в наполненную водой ванну и произошло короткое замыкание. Мужчина погиб. Милиционер вызвал своих коллег. Вскоре прибыла следственно-оперативная группа. Осмотрев место происшествия, эксперты пришли к выводу, что здесь произошло преступление, а не несчастный случай. На это указывал сам удлинитель, присутствие которого в ванной невозможно было объяснить логически, ведь там были свободные розетки. Зачем его было туда тянуть? Ответ напрашивался сам собой, когда хозяин квартиры находился в душе, кто-то намеренно бросил ему в ванну этот удлинитель, включенный в сеть. Погибшим оказался 26-летний Виталий Конюхов, который работал водителем в главторге. Он был не женат, жил один. Женщиной, которая горько рыдала на лестнице, оказалась его мать, которая приехала его навестить и обнаружила тело. Когда ее доставили в отделение милиции, у нее прихватило сердце, приехавшая скорая уже не смогла помочь. Не выдержав горя, мать ушла вслед за сыном. Осматривая квартиру, эксперты обнаружили обрывок веревки, привязанный к батарее на кухне. На одном углу батареи был стерта краска, как будто кто-то об него перетирал эту веревку. Значит, этот кто-то был привязан к батарее? Дактилоскопическая экспертиза показала присутствие на батарее женских отпечатков пальцев. Виталий Конюхов держал в неволе какую-то женщину. Кто она? Дело становилось все более запутанным. Соседи рассказали, что у Виталия была невеста Лариса. Ее вызвали на допрос. Девушка была растеряна и не знала о гибели жениха, но на допросе дала неожиданные показания. По ее словам, накануне она уже приходила к Виталию, но он не открыл ей дверь, хотя у подъезда стояла его служебная машина, а в окнах квартиры горел свет. Когда она выходила из подъезда, он догнал ее и попросил не приходить некоторое время, так как у него возникли проблемы и его вынуждают лишить жизни человека. Он отказался рассказывать подробности, и Лариса ушла, посчитав, что Виталий придумал эти небылицы, так как просто ей неверенной в квартире находилась другая девушка. Сыщики выслушали и пришли к выводу, что Виталий не врал Ларисе. В квартире он и впрямь насильно удерживал некую девушку, с которой ему приказали расправиться. Но кто мог отдать такое распоряжение? Может, его непосредственный начальник? Сыщики навели справки и выяснили, что Виталий был шофером у видного чиновника главторга Евгения Михалева. С ним попытались побеседовать, но Михалев вел себя надменно и с усмешкой ответил, что ему нет дела до того, чем занимается в свободное время какой-то там шофер. Разбирайтесь сами. Правоохранители вновь обратились к Ларисе с просьбой рассказать, что она знает об отношениях Виталия с Михалевым. Лариса поведала, что раньше Виталий работал шофером на заводе и однажды вечером увидел, как на мужчину напали трое неизвестных. Виталий вмешался в потасовку и применил нож. В результате один из нападавших погиб, а Виталия арестовали. Ему грозил большой тюремный срок, но тут в дело вступил Евгений Михалев. Именно он был тем мужчиной, на которого напали, и, выходит, Виталий его спас. Михалев не остался в долгу, задействовал связи, и Виталию Конюхову дали всего 2 года колонии поселения. Когда молодой человек вышел на свободу, Михалев взял его к себе личным шофером. Из этого рассказа ясно следовало, что для Михалева Виталий был не просто каким-то там шофером, а надежным и верным подручным, которому вполне можно доверить любое дело. Может, и устранение человека тоже? Назрела необходимость серьезно поговорить со спесивым госслужащим. И тут поступает неожиданное сообщение. В квартире Евгения Михалева погиб человек. Приехавшие сотрудники милиции выясняют подробности. Невеста Михалева Виктория Кузенко, убираясь в квартире,
включила электрический полотер, и тут же произошло короткое замыкание, свет погас. Когда свет включили, девушка уже не дышала. Опять удар тока, и это явно не совпадение. Изучив полотер, эксперты выяснили, что к его ручке была подведена фаза. Это окончательно подтвердило, что было совершено еще одно хитроумное преступление. Сам Михалев был сильно перепуган, но в разговоре с милиционерами заявил, что у него нет врагов и он не знает, кто мог такое сотворить. Он явно что-то скрывал, но каких-либо улик в отношении спесивого госслужащего у сыщиков не было, как и оснований его задерживать. Единственное, что могли сделать правоохранители, установить за Михалевым негласное наблюдение. Что и было сделано. Слежка показала, что Михалев недолго горевал по невесте и вскоре нашел себе новую подругу, которая частенько к нему захаживала. Вот и в тот день она пришла к Михалеву, а через несколько часов оперативники увидели подъезжающую к подъезду скорую помощь. Врач с фельдшером спешно вылезли из машины и скрылись в подъезде. Заинтригованные оперативники подошли к водителю и поинтересовались, что за вызов. И были ошарашены, скорую вызвали из-за удара током. Оперативники стремглав бросились в подъезд, поднялись на этаж, где располагалась квартира Михалева. Да, вызов был именно туда. Новая подруга Михалева Валентина Зазулина решила принять ванну, а как только уровень воды дошел до сливного отверстия, случилось короткое замыкание. Кто-то устроил коварную электрическую ловушку. Девушка погибла. Михалев был потрясен, его буквально трясло. И сыщики решили воспользоваться его состоянием и попытались разговорить. Давили на то, что ему угрожает опасность и они не смогут помочь, не обладая информацией. И Михалев поплыл. Он рассказал, что год назад у него в квартире случилось замыкание и сгорел цветной телевизор. Чинить проводку пришли два работника, мужчина и девушка. Девушка была очень эффектной и крайне заинтересовала Михалева. Он с ней познакомился. Екатерина Воронцова оказалась родом из Тамбовской области, из неблагополучной семьи. Она закончила ПТУ по специальности электромонтер и по лимиту поехала в Москву. Они с Михалевым начали встречаться, отношения длились около года, а потом она ему надоела. Все это время его водитель Виталий воздыхал по Екатерине. Михалев хотел устроить им свидание, но Виталий внезапно ее похитил и держал у себя в неволе. А потом девушка освободилась и теперь мстит не только Виталию, но и ему, Михалеву. Совсем сошла с ума девица. Вот и вся история. Сыщики скептически отнеслись к данному рассказу, они были уверены, что Михалев явно замешан в похищении Воронцовой. Вот только он был влиятельной фигурой, чиновник, партиец, делегат съездов. Чтобы его арестовать, нужны были серьезные доказательства вины. Также нужно было задержать Воронцову, которая уже несколько дней не появлялась ни на работе, ни в общежитии. Наружное наблюдение засекло Екатерину Воронцову, когда она направлялась в дом Михалева. Она замаскировала внешность, но чемоданчик с инструментами ее выдал. Ее задержали, и она сразу же рассказала все, как было. Отношения с Михалевым и впрямь длились около года, но потом она поняла, что ждет ребенка. Она была счастлива и уверена, что ее избранник обрадуется, но он совсем не обрадовался. Он опоил ее, подсыпав снотворное в чай. Очнулась Катя, привязанной к батарее в чужой квартире. Рядом на табуретке сидел Виталик, шофер Михаила. В глазах у него стояли паника и страх. Внезапно он заговорил. Сказал, что получил приказ от шефа оставить замерзать девушку в каком-нибудь лесочке, но не смог так поступить, а теперь не знает, что делать. Он не хочет причинять ей зло, но и ослушаться шефа тоже не может. Катя решила, что ее жизнь висит на волоске и надо себя спасать. Она дождалась, когда Виталий уйдет в душ и смогла перетереть веревку об угол батареи. Освободившись, она побежала к выходу, но дверь была заперта, а ключ был у Виталия. Тогда-то ей в голову и пришла идея с удлинителем, и она ее осуществила, сама от себя такого не ожидая. Вырвавшись на свободу, она решила, что пойдет с чистосердечным признанием в милицию, но сначала нужно было отомстить тому, кто сломал ей жизнь, Евгению Михалеву. У нее были копии ключей от квартиры Михалева, и там она устроила электрические ловушки, сначала одну, затем другую.
Но по иронии судьбы, в них попали невиновные девушки, а Михалев остался жив-здоров. Когда ее задержали, она направлялась в его квартиру третий раз, чтобы наконец осуществить свою вендетту. Не удалось. Екатерину Воронцову приговорили к 15 годам лишения свободы. В тюрьме она родила мальчика, которого у нее забрали. От перенесенных переживаний ее психика пострадала. Она вышла на свободу и уехала в деревню. Поближе к природе и уединению и подальше от людей. А вот судьба Евгения Михалева сложилась иначе. Тогда связи помогли ему избежать наказания. Но прошло немного времени, и его арестовали за растрату и хищение. Он просидел несколько лет в тюрьме, но потом вышел на свободу на закате перестройки и оказался никому не нужным. Прочувствовал жизнь бедняка, а последние годы жизни мучился от тяжелой болезни. Там, где не смогли наказать люди, успешно справилась сама судьба.